Итак, всем здорово, народ, с вами я, Тушики. У нас давно влогов не было, наверное, уже месяца 3-2, не знаю, короче, я не считаю. И решил вам показать, какой автомобиль я себе прикупил. Как многие, наверное, знают, не знают, то у меня был день рождения 12 мая, получается, и 13 я получил свои права в ГАИ, потому что на следующий день только можно получать права. Сейчас я вам поеду его мыть. Сейчас зайду за ним в гараж и покажу вам, как вообще он выглядит, что за машина и что вообще по характеристикам. Думаю, ну все обычный автопром, типа русский, точно иномарочка, ну такая нормальная, годная. Уже видите, что годная, короче. Сейчас пойдем в гараж, и я вам покажу. Она сейчас у меня грязная, сейчас поеду помыть ее на дачу, и тогда она уже будет блестеть просто и сиять на солнышке. Итак, а вот моя чепырочка. Она еще, конечно, грязненькая, некрасивенькая. Но сейчас поеду на дачу. И тогда уже помоем ее. Сейчас надо сложить эту штучку вот. А я в сон кину, чтобы потом доставать, да и все. Вот теперь заведем нашу чепырочку. Опа-на. На нейтралочку проверим. Берем, всовываем ключ. Замок зажигания. С полоборотика так печку выключим. Сейчас на солнышко выйду. Так, покажу, что как вообще. Стоят, получается... Давайте включу, хоть чтобы было видно. Две колоночки. Так, это уже лишненько. Вот две колоночки стоят, значит, и там еще сзади стоят тоже две пионеровские колонки. Но больше, конечно, рвет зад, чем перед, потому что перед они такие частотные. А сзади они уже будут получше. Ну и так, вот чепырочка в, как его сказать, ну на свете, вот включаем свет. Включаю, получается, противотуманки нижние и обычные дневные ходовые огни. Так, обычная четырочка, не люкс, получается, этих нету. Стеклоподъемники есть. Что еще тут интересно? Бортовой компьютер, там все дела. Вот сзади такой салончик. Надо, кстати, закрыть полочку забыл. Ну и вся такая обычненькая чепырочка. Сейчас ее помою, будет вообще просто пушечка. Самое же классное в машинах, я думаю, для пацанов молодых, то это музло, конечно. Мэри Джейн, я забрал ее, пока ты думал, я думал. Сейчас заехал в кругозор, надо было снять степуху, все-таки она у меня недавно пришла. Сейчас завожу машину, еду уже все на дачу. Наш собакен пристает к кошкам и зверям. Тут производится процесс меняния колодок на другом автомобиле. А вот мой грязный ВАЗ, где вот этот аппаратик, и будем уже с него мыть. Вот там под шампунь штучка, насадочка, и тут это курица, и там должно быть шампунь, где-то, не знаю, папа купил. Ну и все, завтра еще у меня будет спокойный день, должен завтра быть, потому что, не знаю, вроде как хотели бежать до водопадов с пацанами, там, с девчонками, там, Кристина, Юля, там, все эти вот атлеты, и тогда тоже там поснимаю, сейчас, по-моему, по машине покажу вам. Сейчас я опять в роли водителя, приехали где-то в гараж, потому что там со стойками какая-то проблема, надо взять гаечки, там, болтики всякие, и все. Вот, прицепили кёрпик. Теперь достал коврики.
Вон лежат. Сейчас начнем мыть. Сначала так прополоснуть ее, потом уже шампунем мыть наш АвтоВАЗ. Не так я не верил никто, но не забуду тебя, за чистым кайфом. Так, ауф, мы приехали, да. Мы теперь пришли, да. Это влог. Мы теперь пришли фоткаться, как Ваня Месилов у Ленина. Ну, сейчас побежим до водопадов. Я спортивный сегодня парень, раз в месяц можно бегать, как говорится. Атлеты, конфеты бегут по погоде, бежим до водопадов. Я был одет сегодня в ветровочку. Не знаю, снял ее, потому что, наверное, будет слишком жарко. И так, ну, сегодня жарко. Так что бегаю в футболке просто. Шорт. Так, это у нас Леснуха Сити. Леснуха. Друзья, нам другой туда, нет? Нам туда. Через забор. Мужиков проедем. У нас тут два оператора. Так, вот у нас находится здесь Глубочинское водохранилище. Это не озеро, не океан, не пруд, не море. Это у нас водохранилище. Глубочинский океан. Да. Кстати, такая погодка классная. Отдыхали после 400 метров. Не, мы дальше вроде как. Так, проверка воды. Патрик, поснимай, чтобы я не упал. Когда в эту сторону бежали, мы тут отдыхали. Теплая. Теплая? Градусов 30, наверное. Нифига себе. Давай. Сейчас мы подходим к легендарному месту. Поймут только лыжники и атлеты. Волейболистки тут точно не ходили ночью. Ну, все знаете, кто смотрит меня. Мы каждую ночь в Леснухе сюда ходили. Не знаю, полезно будет вам эта информация или нет. Но Виктор Федорович думает, что мы тут были только один раз. Хотя мы тут каждую ночь ходили, спрыгивали с окон. Но это было только в этой смене, потому что окна там были пониже, короче, чем в 5-м корпусе. Это что, соль? А, так да, это этот. Оставили? Соль лыжников. Ну не видел Еву историю? Не видели? Вот она эту соль показывала. А что, в инсте было? Да, в инсте. Так, вот водопадик. Не, вроде нормально течет. Сейчас мы пойдем спустимся туда и посмотрим. Проход без защитного снаряжения запрещен. Ну, у нас спортивное снаряжение. Да, нам можно. Лежат. Ну все. Да, вроде течет. Перекрыт опять. Мы думали, что перекрытый. Итак, наверное, есть. Может, какой-то график есть работы? Да не, вроде нормально течет. Все, да. Ты тише, Кристина, ты вперед-то смотри. Ну и вот водопад. Да не, нормально, лед вон он. Водопад. Сейчас мы по камешкам пройдем сюда вот. Оба-на. И видим, что он лед нормально.
Да нормально он лед, мне кажется. Все так вот. А Кристина боится, она просто пьет воду. И снимает. Это мой второй оператор, можете познакомиться. Муха ее достала, смотрите. Сейчас мы наблюдаем редкий вид обезьяны. Он находится только тут, на Глубочинском. Как видите, он забирается на... Он куда-то, короче, забрался. И теперь он идет... Не знаю, куда он идет, короче, он куда-то идет. Ой, сфоткай, типа я крутой, говорит. Это правда, мы наблюдаем редкий вид обезьянки. Смотрите, он танцует прямо на горе. Он сейчас не слышит, что мы говорим. Ну пусть потанцует. Знаешь, ну чисто В туре поснимать. Тут у нас водопад протекает. Кстати, дальше там вроде видок похуже будет. Вот он просто дальше протекает и туда идет. Куда там? Непонятно. У нас сейчас происходит ОФП. Тренировка. Агапов фиг знает где, кстати. Но мы поднимаемся вверх. По лесам, по полям. Вон Агапов собирает веточки. Не знаю, хочет костер развести. Ну, не знаю. Вот и все. Сколько мы ждали в такси? Ну, час его, да? Наверное. Час, где ехал? Агапов говорит, смертельный номер. Итак, проходка в ноги. Балансируй, балансируй! Все, мы сейчас сделаем костер! Ни у кого нет ничего взрывать. 20 градусов жары. Костер. В натуре, 20 градусов уже. Нафига он ему? Нет, пойдем. Давай, давай. Группа поддержки с тобой. Рассказываем историю про Кристину. Да не надо, блин. Короче, они... Расскажи историю. Я не знала, что там нет ключика, ясно, ключика. думаю, уже все понятно, блядь. Короче, они бегали на Азов-гору, и Кристина, короче, начала тушить костер водой. И сказала, да там есть ключик, типа, на Азовке, там, типа, все нормально, все есть. Все, приходим на Азов-гору, на ключик, а там нету просто ничего нету, там ключик не горит, ничего не пашет. Все, нам бежать 8 километров до Юшки. Воды нету. Я умираю нахер без воды. Говорю, Кристина, я хочу пить, оставь воды. На, пей! Пей, блядь! Воды там у нас много, блядь. Вот. Живем. Рудник? Какой рудник, Рудник. да? Рудник. Ключик. Короче, у нас закрыт. Бежим до Юшки. 5-литровая бутылка. За 5 минут Пятерочку забежали. остался 1 литр. Юля залпом выпила литр. Залпом. Без остановок. Зато там был рудник, да, там ключик. Рудник, да. На Азов-горе. Я просто представляю. Кристина, на, пей. Пиши, сделаем обзор на коттеджи. Да. Ну, на те, да? Ага. У нас тут свой коттедж собственный. Коттеджи поселок. Кстати, я тут, наверное, днем вообще ни разу не был. Такой... Смотрел, какая, типа, картина. Только ночью тут были. Лучший художник, да? Да. Это сцена, да. Походу, выступались, да? Похоже. Ну.
Там, кстати, еще можно залежить, там что-то еще есть. Я хочу запрыгнуть просто. Запрыгни. Во. Точно это? Да. Сейчас там Баба Яга, здравствуйте. В чанске стоит. Там вход. Сейчас идем туда. Ключика хлопнем. Тут где-то свет включается? Да. Если что, свет есть? Тут вообще паутина. Да, кстати, фига так. Тут свет есть. В смысле, Я включать? тебе в натуре говорю, А тут как свет есть. потянут, кстати? А кто плачет? Не знаю. Где свет эту включай? Так здесь отдельно, нет? Фига, вылазит через ту дырку. Да. А чё? А где свет-то? Он говорит, свет здесь есть. Тут есть свет, в натуре говорю. Тут был раньше свет, тут типа даже выключатель, помню, нормально стоял. Чё берете-то, чему здесь? Чё нет, ничего. Может, сняли, я фиг знает. Ну, ванная вот тут вот были, нет? Ну вот, наверное, ну провода. Ну, я помню, мы ночью залезли, свет включали. Вон, сними какое. Ух ты. Кристина хочет умереть, походу. На этих фигнях. Так, начало костера сейчас будет положено. Ага, пришел ради костер. Достал бумагу. Посмотри, он сделал уже все. Вот тут все поставил. А походу он не взял зажигалку. Удрением разожжем. Попробуем. Смертельно надо. Да сейчас скачаем это в плеймаркете зажигалку и подождем. Нет. В натуре. Так, Ребят. Не. Нет, сейчас Я не закрой верю, профиль, закрой профиль полностью. И сейчас заново Я не начинать. верю. Там точно будет она. Я не верю, ребят, я не верю. Ты чего в этом кармане тогда посмотришь? итак, передаем пламенный спасибо мужчине, который дал зажигалку. На береге там стоял мужичок с мальчиком каким-то. Теперь у нас будет хотя бы костерчик. Я сижу, жарю сосиски. Мама, я покушал. Ты все помни взрывы. Нет никаких правил. В мире людей ты стал сильнее. Где-то вон там наши У меня грязная сосиска позарила. Да. Да не, мне кажется, Жарю сосисоны, а там жарят банты, напаленные пацаны. Так, у нас продается. полезная информация. Кристина говорит, что у нее эта бутылка была В разы больше. вот сколько, вот сколько? было? Вот так вот что ли больше она была? Поменьше, ну не знаю, ну вот так. Вот так вот, говорит, она наливала, говорит, у нее горячую воду, и она стала вот такая маленькая. Люди в комментариях напишите, это правда или нет. У нас всем интересно, особенно у Кристины. Ну, по идее, это может быть, На. потому что типа, Куда ему этот бутылкан? На. вода при нагревании расширяется. Так тут оставим, вдруг ему понравится. Ну, вдруг кому-то понадобится, так что ты все. Все, идем. А, мне кажется, не так. Жёсткая вода, жёсткая. Вода какая-то странная. Ты же не раз помнишь, оставил там, что-то шли, ты говорит, я оставил, и потом пошел обратно ночью. Не, он побежал, он типа он забегал в воду. У него тапок слетел. Кидок. Я вот тут постою. Я пиздану. Габа, тебе сказали молодец. Кто? Тебе сказали молодец, искупается. Съемочный процесс. Итак, бежим обратно. Там костер затушили, водички там на него полили. Мужику зажигалку не дали, потому что его не стало. Мы бежали обратно, его нету. И все. Сейчас пойдем к машинке и поедем уже обратно.
Итак, дорогие подписчики, на этом у нас наш влог закончен. Он заканчивается в гараже. И хотел бы сказать, что мы сбегали, там пару фрагментов вам заснял, показал свою новую тачку. Еще у меня вылез прыщ справа, думаю, видно. Ну и все, сейчас пойду домой, буду ставить кастрюли, потому что у нас горячий воду включили. Ну и все, с вами был Тошик, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Всем до новых встреч.